Дharma Сангха, Боди Шраван Гуру Сангая, Майматри Сарва Дharma Сангая. Я пришел в этот мир, сохраняя первозданное чистое состояние сознания с незапамятных времен. Эпоха за эпохой, пребывая в нормах и правилах дharмы, наделенных этими полномочиями, полностью посвящая себя тому, чтобы зажечь бесчисленные истины дharмы для всей санги, всех любящих дхарму, исполненных веру преданных и последователей. И чтобы открыть Майти Дharме Боди Марга Даршан, видение Майтри, напрямую всем живым существам и этому миру. Однако все люди этого человеческого мира, отдалившиеся от сокровенного единения в истине, проходя мимо истинного пути, сегодня ведут себя так, словно не видят того, что ясно видно. Главная миссия истинного учителя состоит в том, чтобы все живые существа обрели всю дharму в одном едином чувстве Майтри Бхав без раскола и разъединения. И том, чтобы устранить из людей пороки, скрывающиеся в глубине души, чтобы добыть и открыть истинный путь дharмы. Дharма — это невидимая подлинная истинная реальность, что дарует путь вознесения Маргу, Мукти и Мокши. Это царствие Параматма, Бога Бхагавана или всех учителей, что обрели освобождение от всех уз и вечной Мукти Мокши. Другими словами, Дharma — это учитель. Суть Дharмы — это реализация на опыте истинной мудрости. То есть, проделав тщательный поиск истинного пути, жить этим путем. Дharma — это свет, великий блеск, что заставляет все огни сиять. Ее сущность поддерживает все миры во Вселенной. Не являясь путем самоудовлетворения, Дharma — это активный процесс указания пути для возвышения всех существ за пределы Мукти и Мокши. То есть Дharma в мире — это истинная суть, которая остается вечно незапятнанной. Но подспудно распространять фальшивые дharмы в мире, являя нечистые заверения и корыстные шарлатанские пути хитроумными способами. Самим, погрязнув в заблуждении, увлекать все живые существа в мире в морок заблуждения, значит вызывать путь зла и уничтожения. Тщательно очистив все ядовитые субстанции, остающиеся внутри нас в мире до первозданной чистоты, приняв и усвоив истинную дharму, чтобы пробудить великий путь дharмы для других, включая самого себя. Это значит даровать освобождение Мукти-Мокши из этого человеческого мира. Истинная дharма осознается постепенными шагами. Поэтому для плодов наших деяний мы должны полагаться исключительно на собственный выбор. Сам смысл этого человеческого мира — это кармический плод истины или лжи, проступков или заслуг. После интервала эпох все существа мира, исполняющие истинную дхарму и истинные пути указания, стали слепо следовать искусственно созданным человеческим традициям и ритуалам, как будто следуя истинной дхарме, погружая свое опытное познание чистого наставления пути глубоко в водоворот запутанности и заблуждения. Блуждающие бесцельно в материальном мире без истины, в напряжении, они вращаются в поисках истинного пути. Но прежде, начиная с предыдущей эпохи, живые существа мира сами усваивали истинную дharму. И пришли к превосходной чистоте, ища истину. Породили чувство Майтри Бхав, живя законами и правилами вечной дхармы.
и бесконечном благословении и почитании к учителям, являя умом и речью чувство бхавану преданности и веры, наполненное полным доверием и надеждой. В конце концов, именно из этого дхарма будет реализована. Дхарма не есть то, что порождает такие черты поведения, как гнев, жадность, соблазн, эгоизм, эксплуатация, предвзятость или разделение, обвинение и встречное обвинение. Недоверие, сомнения и подозрения, а также не то, что принимает пути разрушения мира. Дхарма пребывает исключительно и только в сущности чувства майтрипав в истинной карме. Вот почему в Дхарме нет ни малейшего следа разделения и раздора. Познать реалии страдания всех живых существ мира и свои собственные, разоблачая все уловки дурных ядов, чтобы устранить их из самой глубины сердца, значит пребывать в радости, благости не только в этом мире, но и в раю. Чтобы установить дхарму и чувство майтрипав, давая нектар Майтри, пребывая всецело в единстве. Не только сам человек, но мир должен быть пробужден в сознании сущности Татвы Дхармы. Наконец, благоприятное время для мирового дхармического преобразования пришло. Сердце Дхармы — это Марга, путь, без которого вознесение Мукти-Мокши невозможен. Хотя Дхарма устанавливается в материальном физическом мире, ее первоосновы редки и обретаются с трудом. Не то чтобы учитель противостоял Дхарме, просто прибыв в мир в этот нынешний век, когда люди полностью перешли на пути самоудовлетворения с вредными соблазнительными стандартами, проблески истинного пути указания Дхармы Майтри раскрываются лишь понемногу, шаг за шагом. Проявленная форма учителя существует как в человеческом мире, так и в сверхчеловеческом. И истинный учитель, видимый в мире, является действительной формой параматмана учителя Бога. В мире только учителя Дхармы, которые следуют истине и пребывают в законах Дхармы, имеют право давать настоящие законы Дхармы. Для тех, кто пребывает во лжи, свидетельство истины воспринимается как взгляд на себя в кривое зеркало. Бог Бхагаван Марга, Марга Гуру, Гуру Марга и Параматма учителя, что пребывали в этом мире в эпоху истины Сатья-югу, сейчас вступили в этот мир. Хотя человеческая природа полностью поддерживается живыми растениями, дарующими мир и покой, отказ людей прекратить жадность, гордыню, пороки, насилие, коммерцию и эксплуатацию привели их к следованию пути уничтожения мира в конечном счете. В нынешнюю эпоху, даже находясь в океане истины, люди, не следующие истинной Дхармы, находятся в состоянии духовного паралича. Не отказ от самомнения, гнева, жадности, соблазна, зависти, насилия, торгашества, эксплуатации делают уничтожение мира неизбежным. Сейчас, в этот конец времен, мир должен пробудиться перед лицом этого вызова. В древние времена, после эпохи истины, Сати-юги, когда весь человеческий род оказался беспомощен перед болезнями во время великих эпидемий, жаждал средств спасения мира в агонии. Все целебные травы были дарованы миру. Параматма Бог Бхагаван учителями в виде нектара, чтобы спасти наполненный токсинами мир и всех его существ. Сейчас, пребывая во всех нормах и законах Дхармы Майтри, вызывая непобедимое чувство в сердце и уме, исполняя истинную карму, чтобы обрести избавление Мукти-Мокшу.
для всех существ, а не только для себя, делая этот мир совершенным, процветающим, подобно райскому миру, через бесконечное благословение и почтение к параматма учителям, в доверии, наполненном верой, преданностью и надеждой, непосредственном знании и свете, строя гармоничную связь между душами людей и параматма Бог Бхагаваном, до их полнейшего самовеличественного апофиза. Это указывающий путь Дharma Майтри. Эти уникальные, крайне важные моменты Дharмы можно реализовать, живя в истине и творя благость, заслуги Дharмы. Любой, кто все еще остается в мире под бременем злых мыслей, речи и вредоносных деяний, обречен на неминуемую погибель, из которой нет никакого спасения. Даже сам учитель и Дharma не смогут спасти, когда благодать и заслуги исчерпаны. В действительности, непреложные истины Дharмы осознаются именно в той мере, в которой придается значение этим драгоценным истинам. Человеческие существа должны взять на себя и полностью исполнять свои собственные неотложные задачи. Не только учитель дает инструкции марги, пути, но и сам процесс путешествия по пути принадлежит человеку и должен питаться милосердием, состраданием, доверием, верой и преданностью, чистой жизнью, чистым питанием, чистыми взглядами, чистой речью, всеми заповедями самадхи, сердечным почитанием и мудростью, поскольку существование всех живых существ мира поддерживается царством растений, и живые существа мира вместе со всеми растениями являются творениями параматма Бога Бхагавана Учителя. Главная поддерживающая основа мира в конечном итоге есть истинная Дharma. Посему пусть все живые существа мира безошибочно и без промедления усвоят самые чистые элементы истинной Дхармы. Заповеди основы Дharмы и всеведения для радостных внутренних преобразований, ведущих к высшим, венчающим откровениям. Сарва Майтри Мангалам Асту Татасту.